Привет всем! Сегодня продолжаем строить наш любимый амортизатор. Кто не в курсе, мы делаем его из сборника Боголюбова. 51 вариант. Сегодня у нас на очереди, получается, будут втулки. Вот номер 5 и номер 6. Давайте посмотрим, что они себя представляют. Вот позиция 5, вот она, втулочка. И позиция 6, вторая втулка. Ну, я думаю, что у них только лишь разница в длине втулки и вот толщина фланца. Остальное, в принципе, я думаю, у них одинаковое. Давайте приступим. Давайте построение втулок начнем с позиции номер 5. Вот здесь видно сечение этой втулки, поэтому давайте вот это сечение мы построим похожее и в 3D детали. Создаем детали, выбираем вид спереди на красной поверхности или плоскость Z, Y, создаем эскиз. Берем автолинию и делаем набросок нашего будущего эскиза. Отлично. Теперь нам надо обязательно поставить осевую и снять размеры с нашего черновика. Давайте первый размер возьмем внутренний диаметр. От осевой меряем до сюда. Так, радиус 16. Так, радиус 16. Так, давайте сюда берем авторазмер. Ставим его авторазмер не на линию ставим, а в точку щелкаем. Нам нужно получить вот такую штуку, чтобы так вот выглядело. Так, здесь у нас получается 16 умножить на 2. 32. Следующий размер. Это наружный диаметр втулки 20 миллиметров. Ставим сюда и указываем осевую. 20 умножить на 2. И последний. Это диаметр фланца. 29 миллиметров. 29 миллиметров. 29 умножить на 2. Отлично. Ну и осталось нам размеров по длине втулки померить. Давайте сделаем вертикальную линию. Вот здесь. И от нее померим расстояние. Первое. Это 6 миллиметров. Значит, вот этот размер 6. И общая длина втулки 40 миллиметров. 40 миллиметров. Ну, в принципе, готово. Давайте немножко поправлю размеры. Так, что мне не нравится? Я хочу убрать допуски. Давайте выберем допуски. Выключено. Поближе поставлю размеры. А вот для этих нам нужно еще указать диаметр. Вот так, отлично. Выходим из эскиза. Принимаем операцию элемент вращения. Вот она, создаем. Готово. В принципе, первая втулка готова. Надо сейчас заполнить ее свойства и сохранить. Но прежде чем сохранить, давайте мы еще здесь кое-что добавим. Вот есть такая команда, так называемые производные размеры. Давайте эти размеры вытащим из эскиза. Нажимаем команду производные размеры, выбираем наш эскиз вот здесь, номер 1. И наши размеры появились на 3D модели. Давайте лишнее отключу, посмотрим, что получится вот такая картина. Для чего это потом будет понятно и ясно. Сохраняем нашу деталь. Прежде заполняем обозначение МЧ 00.51.00.05. Это пятая позиция. Так, и название втулка. Так, готово. Сохранить.
Так, и еще давайте вернемся в эскиз. Выровняем его немножко относительно плоскости, чтобы у нас он был привязан к началу координат. То есть выравниваем точек, сделаем начало координат. И вот этого вертикально. Отлично. Так, вот теперь готово. Так, перестроим на всякий случай. Сохраним. Так, втулка под номером 5 у нас готова. Давайте на основе этой же 3D модели мы сделаем с вами втулку под номером 6. То есть она в принципе они одинаковые, только разница у них в размерах. Поэтому, чтобы приступить к построению, давайте мы эту втулку сохраним как. То есть выбираем сохранить как. Здесь указываем обозначение, не забываем. Номер 6 здесь будет. Название втулка остается без изменений. Сохраняем. Отлично. Смотрим вверх. Да, изменение произошло. Вот теперь можно зайти в свойства этой втулки. И тоже здесь поменять обозначение на номер 6. Наименование не трогаем. Отлично. Теперь нам нужно с вами поправить эскиз. В принципе, у этого эскиза можно и не трогать. Изменить только пару размеров. Но мне все-таки бы хотелось, чтобы вот этот эскиз втулки выглядел как на сборочном чертеже. То есть смотрел относительно базовой плоскости, грубо говоря, в левую сторону. Потом вы можете не менять, я поменяю. То есть берем весь эскиз, выделяем, применяем команду зеркально отразить. И вот здесь не забудьте поставить галочку удалить исходный объект. Начало координат и вертикальную линию выберем. Отлично. Скопировали. Но что здесь получается? То есть втулка-то у нас получилась отлично, но вот смотрите, производными размерами вот такая беда получилась. Давайте мы их удалим. То есть выделяем здесь вот все размеры. И заново просим компаса указать с эскиза номер 1. Готово. Ну вот теперь нормально все выглядит. Так, осталось что у нас? Размеры. Длина, давайте померим. Длина втулки общая 19. Ну, наверное, миллиметров 20 будет. Давайте 20 миллиметров сделаем. То есть вот здесь щелкаем дважды. Делаем 20. Отлично. И осталась толщина фланца у нас. Давайте толщину фланца померим. 9 миллиметров. То есть вот эта толщина фланца 9 миллиметров. Отлично. Ну, остальные размеры без изменений. Перестроить. Сохранить. Ну, на этом, я думаю, все. Думаю, сложностей в построении втулок, думаю, ни у кого не возникнет. Это самые простейшие детали, как я считаю. А остальное в продолжении в следующем уроке. Большое спасибо за внимание. Пока.